Всем привет! Возможно, кто-то скажет, что Аниксия простой босс. В текущее время рейды на нее собирают не больше 20 игроков, и этого вполне достаточно. Зачем брать больше людей и повышать конкуренцию на лут, когда можно справиться и такими силами? Но были времена, когда эта коварная леди заставляла побомбить даже достаточно подготовленные рейды, особенно на старте классики. Свежевкачанные игроки, только выполнившие атюн на доступ в логово, ломанулись за халявным лутом и напоролись на полное непонимание тактики. Как ее нужно было побеждать? Что у нее с агро? Почему на третьей фазе она садится с полным игнором к танкам и начинает оперативно выпиливать хилов и дамагеров? Прошло достаточно времени, пока игроки разобрались с механикой и более-менее поставили этого босса на фарм. Но тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, Аниксия все еще остается относительно серьезным боссом и для некоторых креативных игроков служит испытанием при выполнении различных челленджей. Казалось бы, что можно придумать такого, на что мало кто способен при попытке победить этого босса? Оказывается, можно. В этом видео мы рассмотрим топ-3 интересных убийств Аниксии и выразим респект за находчивость игроков. Итак, это случилось уже достаточно давно, чуть менее года назад, но тем не менее этот необычный килл Аниксии заслуживает внимания. Рейд состоял не из 20 игроков, он был вполне полноценный, 40 игроков, но с небольшим нюансом. Все игроки были абсолютно голые, то есть совсем без экипировки. Ни для кого не было исключения, ни для милишников, которые были в лице одного воина, который непонятным образом попал в этот рейд. Я до сих пор не понимаю его функцию. Возможно, он выполнял роль дебафера, вешая на Аниксию деморалис и замедление скорости атаки. Ни даже для хантов, у которых вся механика построена на владении оружием. Как для дальней атаки, так и для ближней. Но тем не менее, те же охотники сыграли достаточно важную роль. В самом начале боя, вселившись в своих петов, они загрели босса и поставили его на удобную точку. Забафные петы весьма неплохо держали, не бог весь какой, но все же приличный уровень агро. Согласитесь, первая фаза не самая сложная, она скорее разминочная. Тут не требуется какого-то запредельного урона и скорее рекомендуется экономить ману и бурсты на следующие фазы, которые вызывают куда большие сложности. Вторая фаза для голенького рейда тоже не принесла каких-то определенных сложностей, посадили Оньку достаточно легко и без напрягов. Все дело в том, что сам рейд практически на 2/3 состоял из рейнджей, магов, варлоков и хилов. Оно и понятно, какой смысл брать миликов без оружия. И несмотря на полную раздетость рейда, все-таки World бафы и сильная химия дали игрокам те недостающие статы, которых они лишились, сняв экипировку. Я заметил у некоторых игроков, в частности у этого паладина, от лица которого шла съемка, очень неплохое количество хп. Для справки, у моего воина, танка, в Т1 без бафов было примерно такое же количество здоровья. И мне кажется, если бы рейд бафы не использовал, этот ивент выглядел более эпично. Что дали им эти бафы? Никто сильно по мане не просил, никто не умер. Плюс еще повезло, что не было дебриза и посадили Оньку без потерь. Все идеально. Так что если кто-то желает повторить этот челлендж, попробуйте сделать это без World бафов и химии. Возможно, у вас получится. На третьей фазе хантовские петы уже не смогли ее быстро забрать, но выручил паладин, который в состоянии генерировать большое количество агро, просто бафая рейд. Паладин забрал босса, поставил на точку и далее заковыряли ее уже без проблем. Даже видя, что особо одаренные все же умудрялись попасть под хвост и улетали к вилпам, большое количество магов моментально эту проблему решало. И глядя на тритметр, мы видим, что у паладина тут огромный пул агро, и можно было выливать ДПС по полной, особо не переживая за срыв. Как бы там ни было, респект ребятам за креативность и сыгранность при реализации этой идеи. А мы идем дальше. 40 голых игроков. Это, конечно, интересно. А что насчет меньшего количества участников? Насколько меньше? 20? Не 20. 2. 2? Это реально? Теперь уже можно сказать, да, реально. Убить Аниксию в классик в 2 человека. В данном ивенте участвовал Прист и Фури Воин. Не Фури Прота, а чистый ДПС воин. Также участники были забафаны по самые помидоры, но несмотря на это, бой был не так прост, как у предыдущих участников, и затянулся аж на без малого 1 час. Первая фаза, как всегда, прошла легко. Воин поставил босса на точку и методично вливал ДПС. Приз слегка ему помогал, подковыривая вандой.
Но судя по тому, сколько влил урона воин, можно было этого не делать. Скорее всего, он этим занимался от скуки, поскольку загиренного офсета за Кувара с 10 хп пробивало не так, чтобы уж прям сильно, и можно было похалявить. А вот вторая фаза принесла достаточно много проблем. Поскольку ДПС приста не очень высок, а посадить Аниксию силами одного хила достаточно сложно. Хотя я не могу понять, почему Вар не помогал Присту. Насколько я знаю, Аниксия в полете недоступна для автоатаки, но обилки по ней проходят. Я ее как-то сам так танчил, набивал рагу на вилпах и сливал на боссе, в надежде, что когда она сядет, у меня будет достаточно агро, чтобы ее побыстрее зацепить. Но хотя Вару и Бизоньке было чем заняться. Ему приходилось в одиночку следить за обоими спавнами вилпов и максимально не давать им приблизиться к хилу. Иногда все же вилпы грызли приста, и хп приближалось к критическому значению, но все же вайпу удавалось избежать. Помогла Тринис БВЛ, которая повышает броню и слегка отхиливает при получении урона. В общей сложности Прист нанес 140 тысяч урона вандой и 100 тысяч урона доткой. За то же время он отхилил примерно миллион урона, миллион Карл. У Аникси примерно столько же хп. Ну, чуть больше, на пару сотен, но все же. Ну, тут можно было не переживать за то, что он мог бы сесть по мане, это просто невозможно. При наличии фласта концентрированной мудрости, который не имеет кулдауна и при критическом моменте можно было восстановить ману. Но ему хватило все-таки регена от шмота, химии и демонических рун. Хотя пару фласочек все-таки сожрал, я заметил. Для справки, за бой было выпито 23 монопота, сожрано 21 демоническая руна, плюс триничка на ману всадников, которую он успел прожать тоже около 20 раз. Вторая фаза реально была нудная, но несмотря ни на что ее все же посадили. Воин без труда взял агро, поскольку Прист нон-стопом ловил шары и обнулял трит, поэтому посадку Аниксии он пережил легко. Вар поставил босса боком, а Прист стал на стандартное место танка. Возможно, так ему было проще переживать фазы Фера. И наступил еще один тяжелый этап. Согласитесь, было бы обидно, если бы спустя столько времени и усилий кто-то бы умер и пришлось проходить все заново. Были опасные моменты, когда Вар отбегал в Фире, а Аниксия разворачивалась к Присту, и вот буквально за секунды хил отбегал от Клива, который мог бы его сложить моментально. Ну, все обошлось, босс был повержен, рекорд засчитан, ребята красавчики. Мы переходим к финальному интересному киллу Аниксии. Он был не настолько тяжелый, как предыдущий, а скорее необычный. На этот раз игроки решили не усложнять себе жизнь, а наоборот сделали максимально так, чтобы убить босса быстрее других. Предыдущий подобный опыт я наблюдал составом рейда из одних хантов. Ожидалось, что босс взлетит и большую часть урона придется наносить в воздухе. В этот раз решили, к черту вторую фазу, Онька даже взлететь не успеет. Поэтому в составе присутствовали самые сильные классы текущей фазы – вары и разбойники. Ну, кто-то скажет, а как же фаер-маги? Ну, а что маги? Маги хороши, но у магов нет реклы и адреналина, и у магов нет такого сильного скалирования шмота от ворлд-баффов, как у миликов. Да и сколько кастов успеть сделать маг за такое количество времени? Поэтому в рейде был всего лишь один маг. Да и тот, как мне показалось, был не к месту. Был один варлок, но он скорее был для того, чтобы повесить курсу. И друид, который внезапно занял второе место БТПС. Друид, ребята, второе место. Причем с небольшим отрывом от лидера. Ну, собственно, что удивляться. С момента пула и до момента обнуления хп босса прошло 17 секунд. За это время можно не париться, что у тебя будет нехватка энергии, и ты сядешь по мане на решифтах. Можно уже перед пулом прожать пробойник и идти врываться, позорить фуриков под реклой. 17 секунд понадобилось для того, чтобы снести более миллиона хп Аниксии. Но из-за особенностей механики она все еще какое-то время полетала, прежде чем официально окочуриться. И на данный момент это самое быстрое убийство Аниксии – 45 секунд. В принципе, можно было бы быстрее, если бы выкинули из состава мага, рок и паладинов. Но так тоже ничего получилось. Респект ребятам за креатив и респект вам, уважаемые зрители, за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам и дальше хочется узнавать о интересных событиях из мира World of Warcraft, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи.